Итак, всем привет, ребята! Мы сейчас находимся с вами на самом молодежном районе Сеула. Это район Хонде или район университета Хонгик, в котором учатся люди творческих профессий на архитекторов, дизайнеров и других. Один из самых модных молодежных районов Сеула. Очень многое, что появляется здесь, модные какие-то новинки, они на следующий день разлетаются по всему Сеулу и за пределы Сеула. Это молодежный район, так как здесь находится университет, здесь очень много молодежи, всегда какие-то движения, концерты и очень много разных интересных магазинов молодых корейских дизайнеров. Я надеюсь, мы в дальнейшем ведем такую рубрику. У меня пришла идея объехать все районы Сеула и снять вам видео. В Корее учатся очень много иностранцев, поэтому люди, видя здесь иностранцев, не удивляются. Знаете, корейцам нельзя снимать лица, они очень не любят это. Но сейчас очень хорошо, что все в масках, поэтому, в принципе, на улице можно снимать, так как теоретически лица-то у них закрыты. Видите, $10. Две футболки за 10 вон. Вот и мой родимый H&M. Знаете, я такой не люблю никаких скидосиков, никаких акций. Что это за не фарт? Включили подсветку в магазинчике. В H&M я ничего не купила, так как скидок, к сожалению, сейчас нету. А без скидок я покупать ничего не люблю. Нет, я покупаю, конечно же, но H&M для меня не тот магазин, в котором можно покупать что-то за очень дорого. Мне хочется какую-то или кепку, или шляпу. BTS. Видите, маски продают такими пэками, упаковками. Этот район очень похож на район Мендона. Очень много разных магазинчиков. Вот видите, сколько здесь масок разных. Очень много. И для животных одежки. Смотрите, шапки для животных. Вот такой автомат можно сделать здесь. Фоточки, видите, свои. Мгновенно. Шумахеры. Видите, вот такие магазинчики небольших, малоизвестных корейских дизайнеров. О, смотрите, классные сейчас модные штуки. Там веревочки для масок. Вот я хочу себе какую-то такую
прикупить. Сейчас выберем. Вот такие же, только уже по $2. Ой, знаете, похоже, раньше были такие держатели для телефона, веревочки, а теперь это держатели для масок. О, шляпы, кепки. Я уже очень давно не покупаю косметику вот в таких вот больших магазинах фирменных, потому что здесь, естественно, все дороже, чем там, где я беру косметику. Надо знать места. Я, кажется, нашла, какую я хочу веревочку, вот такую вот, или бежевую. Я не думала, что веревочку выбрать так сложно. Наверное, будет лучше бежевая или зеленая. Ну все, теперь я тоже с веревочкой для маски. И все, и теперь я модная. Огромная веревочка, конечно, но это так сейчас модно. Вот такие вот бутики. Мне, кстати, нравятся такие ботинки. Прикольные. Вот такие вот, кстати, такси в Корее. Видите, как много людей на электросамокатах. Очень удобно в Сеуле передвигаться в некоторых местах на самокатах. Так много парочек. Если честно, так парочки могут себе позволить не везде ходить в обнимку, потому что Корея очень консервативная страна. Это, скорее всего, здесь, потому что это такой вот молодежный район. Чекаем, что здесь интересного. Какие шапки милые. Очень много иностранцев именно здесь гуляет. И даже не гуляют, а просто ходят домой с института. Что здесь какая-то особая атмосфера свободы, что ли, демократии, молодежности. Потому что в других районах как-то чувствуется напряг. Даже на том самом Мьондоне там как-то больше туристов. А здесь размеренная жизнь людей, студентов, которые идут домой, заходят куда-то в кафешку покушать, вечером выпить с друзьями, погулять, пройтись по магазинам. Чувствуется у меня ностальгия по моему университету, по моей студенческой жизни. Это, конечно, совсем другое время. Ой, смотрите, какая интересная кафешка сверху. Мне вообще очень нравятся кафешки, где открывается красивый обзор и которые находятся высоко. А кушать-то уже хочется. В Корее настолько высокая конкуренция, что каждый магазин, кафешка пытается как-то выделиться на фоне других и сделать свой магазин особенным. Мне кажется, вот там вот на крыше какой-то бар. Он должен быть очень даже прикольный. Медведь, по-моему, умер. Видите, какой-то бутик. Мы как раз попали с вами в такое время, когда корейцы заканчивают работу и выходят домой. Кто идет домой, кто идет покушать, кто идет выпить с коллегами. Ну вот, примерно так выглядит вечерний Хёнде.
А еще в Сеуле есть вот такие вот целые огромные магазины аксессуаров, украшений, резин. Видите, прям на улице лежат крабики, резиночки. Вот так вот я сделала огромный круг и вернулась обратно к метро. Машины здесь не пропускают, в принципе. Очень редко пропускают. Вот метро. Смотрите, скриньте. Хонгик University. На этом мы будем с вами прощаться и встретимся на новом районе Сеула. Пока-пока!